Здравствуйте, меня зовут Юрий Железняков. В этом обзоре мы протестируем стационарный блендер Carrera 654. Как обычно, рассмотрим плюсы и минусы модели. Сравним этот блендер с другими стационарными и погружными. И разберемся в том, какой блендер и для чего лучше выбирать. У блендера три основные крутые фишки. Стеклянный кувшин, необычное классное управление и острые зубастые ножи. Но обо всем по порядку. Начнем с управления. Carrera – это немецкий бренд, который был основан фанатами автогонок, поэтому часто в разных приборах нотки из автоспорта промелькивают. У автомобилей бывают автоматические и ручные коробки передач. Бывают автоматы с ручными режимами. У меня в машине как раз такой. И у блендера Carrera так. Повернув регулятор против часовой стрелки, мы переходим в авторежимы. Их три. Поворотом вправо попадаем в ручную установку скорости. Выбираем максимальную и за 10 секунд получаем смузи из арбуза. Блендер очень быстрый. Скорость 18 тысяч оборотов в минуту. Закладываем в блендер предварительно отваренные и обжаренные курицу, картошку, грибы, лук и морковь. Заливаем бульон. Закрываем крышку блендера, устанавливаем на базу и в автопрограмме выбираем режим импульсный. 30 секунд и суп-пюре готов. Тут важно то, что контейнер стеклянный. Такой не перекрашивается и не царапается. И мыть легко. Замечу, что контейнер неразборный. Мыть такой не очень удобно. Зато он не будет протекать при неправильной сборке. С разборными такое бывает. Объем контейнера 1,5 литра. Возвращаемся к тестам. Следующий авторежим – лед. В нем блендер в течение минуты измельчает лед, останавливается и вновь измельчает. Справляется со льдом без проблем. Это заслуга острых ножей с зубцами. Такие могут измельчить все что угодно. Далее я заложил в кувшин бананы, мороженое и налил молоко. Включу авторежим смузи и сделал коктейль. Тут замечу, ножи острые, двигатель достаточно мощный и блендер за 30 секунд справился. Но автопрограмма рассчитана на 2 минуты. Видимо, чтобы результат был совсем уж идеальным. Тесты провели и еще несколько важных моментов. Для безопасности есть защита от случайного включения. Если крышка не закрыта, прибор не включится. На дисплее будет мигать индикатор, а если нужно добавлять ингредиенты, можно даже крышку не открывать, а использовать крышечку-дозатор. У нее, кстати, даже есть мерная шкала. Ножки прорезиненные, блендер на столе стоит устойчиво. Итоги. Плюсы. Кувшин стеклянный, не будет царапаться и окрашиваться. Двигатель мощный, скорость высокая. Смешивает быстро. Ножи острые, с зубцами. Измельчает очень хорошо. Консистенция супа-пюре абсолютно однородная. Ну и главное, управление. Простое, наглядное и драйвовое. Этот прибор идеально отражает философию немецкого бренда. При выборе блендеров в магазине, как правило, глаза разбегаются и непонятно какой брать. Стационарный или погружной. А если выбрать один из видов, то какую модель? На примере Carrera покажу варианты. 654 оптимальный выбор для тех, кто будет делать смузи, коктейли, колоть лед. При этом не нужны колоссальные количества. Прибор относительно компактный. Если есть задача измельчать очень твердые продукты, такие как сыр, орехи, лучше выбрать высокоскоростной блендер. Тут скорость и мощность значительно выше. А вот если хочется не только смешивать и измельчать, но и полностью приготовить суп-пюре прямо в блендере, бывают модели блендеров-суповарок. И тут подойдет 655. Однако, если планируете делать суп-пюре прямо в обычной кастрюле, лучше использовать ручной блендер. К примеру, 553. Он справится с любым объемом. А еще с помощью отдельной насадки можно измельчать и взбивать продукты. Вся техника Carrera эксклюзивно представлена в сети MVideo Eldorado. Спасибо за ваше внимание.